Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает львов в апреле 2026 года. Первое апрельское событие — это 2 числа будет полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Второй дом — это дом денег, ресурсов, родительской семьи, зубов, зрения, речи, питания. И полнолуние во втором доме гороскопа может означать завершение какого-то процесса, связанного со вторым домом гороскопа. То есть, например, зубы полечили, зрение полечили, очки заказали или получили наконец-то заказанные очки. Но также второй дом, поскольку это дом денег, ресурсов, это может быть какая-то крупная покупка, завершение каких-то выплат. В некоторых случаях это может быть даже увольнение, смена работы, потому что второй дом — это дом наших источников доходов. И в целом бывает такое, что просто это как будто бы практически незаметная какая-то история. Полнолуние во втором доме гороскопа может просто означать, ну, купили что-то, да, и не обязательно, что это что-то глобальное. Со 2 апреля по 11 мая Марс пойдет по вашему 8 дому гороскопа. Марс в 8 доме гороскопа — это период, кстати говоря, вот, который может приносить лечение зубов, зрения. Вообще быть внимательнее к зубам, потому что Марс в 8 доме гороскопа, он непосредственно аспектирует второй дом, дом денег, зубов, зрения. И может давать и импульсивные траты, и ругаться за чужие деньги, выбивать, допустим, там какие-то долги, налоги, страховки, спорить, может быть, даже из-за наследства, если у кого-то такое есть. Есть указание на то, что вы можете продавать, кто-то из львов может продавать недвижимость, транспорт, может продавать вещи из дома. Это может быть какое-то расхламление, но такое резкое. Все, ничего в шкаф не помещается, все сразу срочно резко выбросить хочу, и все в таком роде. Помимо этого, какие-то внезапные на работе, если вы работаете, внезапные перемены в составе руководства, руководитель внезапно ушел куда-то в отпуск, вас оставили там на какой-то участок работы, либо репетитор резко сказал, что не могу с вами заниматься, и так далее, и так далее. И в этот период времени не надейтесь на какую-то удачу. То есть, если вы будете надеяться на счастливый случай, пускать на самотек, то счастливый случай, скорее всего, не придет. То есть в этот период времени нельзя ничего оставлять на волю случая. Нужно все проконтролировать. Если у вас какие-то важные в этот период мероприятия, то нужно все проконтролировать самостоятельно, чтобы все было как надо. С 10 апреля по 30 апреля в этот же 8 дом гороскопа зайдет Меркурий, и Меркурий тоже вот добиваться, вот, чтобы вот вам вернули деньги, добиваться, чтобы вот что-то вам выплатили, какие-то необоснованные траты, либо какие-то траты, которые вы не планировали. То есть тщательно обдумывайте покупки, тщательно обдумывайте, на что вы тратите деньги. Опять же, то есть берегите зубы, берегите зрение, следите за тем, что вы говорите. Это все будет очень актуально в апреле. Возможно, вам придется даже рассказывать какую-то неправду. Управитель дома речи будет идти по знаку своего падения. Придется где-то, наверное, привирать, придется где-то говорить что-то не то. Меркурий в 8 доме гороскопа еще, помимо прочего, даст интерес к темам эзотерики, психологии, астрологии, чего-то тайного, неизвестного, неизведанного. Опять же, разбираться в налогах, разбираться в каких-то вот таких делах скрытых или, может быть, не очень приятных, но то, что вот
знаете, бывает такое, что то, что вот нам не очень хочется вот в это вот все вникать, а вникать приходится. Но с 14 апреля по 15 мая наступает однозначно улучшающий транзит из восьмого дома гороскопа, из дома кризисов и резких, неожиданных каких-то перемен в жизни. Солнце заходит в девятый дом, дом удачи, в дом отца, учителя, руководителя и удачи. И транзит Солнца по девятому дому гороскопа — это в целом для вас период, когда, конечно, вы можете быть более близки к отцу, учителю, руководителю, больше времени проводить. То есть у них, может быть, что-то происходит такое в жизни, что вам нужно больше с этими людьми общаться, больше времени проводить, больше чаще бывать в госорганах. Ну и какая-то удача, ну и что-то сложится в вашу пользу. То есть, с одной стороны, Марс, с другой стороны, получается, до транзита Солнца Марс, он как бы указывает на то, что может быть удача не на вашей стороне. Уже когда Солнце перейдет в девятый дом гороскопа, тогда уже удача переходит на вашу сторону. То есть после того, как Солнце зайдет в девятый дом гороскопа, можно уже, наверное, рассчитывать на то, что что-то, может быть, вы где-то проскочите, выиграете, где-то что-то сложится так, как надо, даже без вашего контроля, без вашего участия. Ну и в целом это повышение уровня оптимизма, повышение какого-то уровня философской настроенности на жизнь и морально-нравственных ценностей, повышение. То есть это какой-то хороший период, когда Солнце зайдет в девятый дом гороскопа, когда у вас в целом вы почувствуете какое-то улучшение, облегчение в ваших делах. И 17 апреля в этом же девятом доме гороскопа будет новолуние. Новолуние в девятом доме гороскопа дает начало обучения, начало зарубежной поездки, возможно, новое руководство на работе, возможно, новый репетитор, возможно, а, что-то новое, связанное с госорганами, то есть начало какого-то нового процесса в госорганах, который вам необходим. И с 19 апреля по 14 мая по 10 дому гороскопа пойдет Венера по своему собственному знаку зодиака Телец, хороший транзит, который улучшает что-то в работе, в статусе, может быть, ну, небольшое какое-то улучшение, допустим, новая должность, хороший выгодный контракт подписали. Тут есть тенденция на переподписание новых контрактов, на переподписание контрактов, на подписание новых документов. То есть что-то, может быть, допустим, если вы работаете, то какие-то бонусы в вашу пользу могут в этот период времени рассмотреться. Плюс может быть начало обучения на курсах, типа курсы вождения, курсы кройки и шитья, курсы бьюти какие-то, курсы связанные с одеждой, с приготовлением еды, допустим, курсы бармена и все в таком роде. И какие-то хорошие курсы, на которые вы можете пойти. И получение каких-то документов, типа паспорта, типа удостоверения какого-то, свидетельства, корочки по работе, все в таком роде. То есть какие-то документы тоже в этот период времени получить. Сарафанное радио, заключить какую-то сделку, заключить какое-то соглашение, какой-то маркетинговый, рекламный контракт, все в таком роде. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.